Привет, друзья! Hola, amigos! С вами капитан Алекс, и вы на канале Паруса Свободы. Моя жизнь изменилась, разделилась на до и после. Теперь у меня появился свой парусный корабль. Сегодня у меня выдался свободный денек, и я решил выйти в море, поснимать свой корабль с дрона, и хочу поделиться этим видео с вами. Присоединяйтесь, друзья! Друзья мои, вы только посмотрите, какая красота! Красота моря, красота свободы. Я чувствую силу ветра, я иду под парусами. Я мечтал об этом очень долгое время, честно, но то, что произойдет это так быстро, я даже и не подозревал. Поэтому мечтайте, друзья, мечты сбываются. У меня пошел ветер, яхта набирает скорость, и я просто в восторге. Я просто, как в песне Макса Коржа, я выбираю жить в кайф. Это просто нечто. Непередаваемые ощущения, незабываемые ощущения. И правда говорят, что деньги вернутся, деньги заработаются, кредиты выплатятся, а эмоции и ощущения останутся с вами на всю жизнь, если они были искренними.
Амигос, я немного пропал из Ютуба, честно сказать. Эти 2,5 месяца выдались у меня достаточно насыщенными. Вот, появилось время, вот снова записываю видео. И хочу рассказать вам, что в конце июня у меня появился покупатель, который свалился как снег на голову. Вот, и в один день он купил моторную яхту. И дальше у меня начались мучительные поиски парусной яхты. То, о чем я мечтал очень долгое время. Я посмотрел несколько вариантов и уже отчаявшись, что покупка не будет быстрой, уже даже возникали мысли, что придется ее откуда-нибудь пригонять. Вот. Но мне повезло, я нашел отличный вариант прямо в Аликанте, в хорошем месте, у хорошего человека. Да, он выходил из моего бюджета, этот вариант, но звезды сошлись, кредитная история оказалась надежной, и к моему счастью, моей радости, теперь я счастливый владелец этого корабля. И теперь, друзья, моя жизнь изменилась на до и после. Скажу честно, практически ни одного дня за это время я не проводил не связанного с яхтой, скажем так. Вот. Дома уже забыли, как я выгляжу.
можно сказать и так. Я всегда с ней, я всегда в море, решаю какие-то непонятные вопросы. У меня было много времени потрачено на ее обслуживание, на знакомство с ней, на решение каких-то нештатных ситуаций. Вот. Осознание того, как ей управлять, парковки, скажем так, швартовки, будем уже говорить морским языком. Вот. Швартовки при ветре, какие-то небольшие путешествия. Вот. Поэтому сейчас моя голова остыла, я уже успокоился, начинаю понимать, что мне надо делать на своем канале. И возвращаюсь к вам. Теперь буду делиться своими видео, впечатлениями, уже как капитан парусной яхты, капитан Алекс. Вот. Буду записывать больше видео по обслуживанию, по путешествиям. Уже есть идея отправиться попутешествовать в Торревьеху. Это не так далеко, но тем не менее запишу обязательно видео. Когда свистит чайник в самый неподходящий момент. Сразу после покупки яхты, естественно, я начал выходить в море. Недалеко здесь от нас есть хороший пляж, Альбуферет, он спокойный. Вот. Ну и, соответственно, сразу же начались приключения. Были моменты, что мотор закипал и срабатывала сигнализация. Приходилось его оперативно чинить прямо в море. Вот. Это было 2 раза. Один раз был вообще очень стрёмный случай у меня. Была сильная волна, ветер, яхту бросала, скажем так. Вот. И сработала сигнализация как раз после ремонта. Но я еще не разобравшись, я не понял, что это сигнализация не перегрева. Так-то, ну, на температуру смотришь и видишь, что все нормально. А это сработала сигнализация о том, что не поступает вода в охлаждение двигателя. Вот, я не сразу сообразил, решил отойти от камней, как бы, чтобы бросить якорь. Вот. Кстати, всегда, когда управляешь яхтой или катером, держать достаточное расстояние от берега либо от камней, чтобы у вас было время, если вдруг мотор выключится, выйдет из строя, чтобы вы могли бросить якорь. И рассчитывать, что якорь бросаете и вас ветром еще стягивает. Вот, поэтому я решил отойти от камней. Пока отходил от камней, я уже увидел, что у меня в лодку заходит вода. Причем ее было, ну, очень много. Я реально стрессанул. Вот, заглушил мотор, короче, бросил якорь. Кинулся, короче, вниз. Я не понимал, откуда она могла приходить. Не было никаких ударов. Яхта полностью обслужена. Есть такая тема, что если туалет ты не перекрываешь воду, идешь вот правым хреном, как сейчас, то может чуть-чуть вода заходить. Но в туалете было сухо. Я сразу подумал на туалет, открыл мотор. В моторе было много воды. Он плавал. Я был в шоке. Я включил. Здесь есть насос автоматический. Называется по-испански бомба де ачике. Вот. Он удаляет воду. Я включил, но он воду не удалял. То есть звук шел, что он работает. Я подумал, что он, наверное, где-то замок. Попала, не знаю, там вода на контакты, и он вышел из строя. На самом деле все было банально проще. Там просто забился фильтрик, там есть такой. Я тогда еще не знал, как его почистить, что да как. Конечно, это была моя ошибка. Вот. В стрессе я вычерпывал воду кружкой и выливал ее как бы в окно. Хотя нужно было ее выливать в мойку. Вот. Но я стрессанул реально. Я через некоторое время убедился, что вода в лодку не поступает.
Вот. И через минут, наверное, 20 я увидел, что это сорвало патрубок на двигателе. Как его сорвало, я не мог понять, потому что он крепится на 2 хомута. Вот. В итоге я насунул быстро патрубок, поджал его, завел мотор и вернулся в порт сушить яхту, вычерпывать воду, гасить свой стресс. Вот. Но после таких событий песня про капитана, который раз 15 он тонул, уже приобретает не только, скажем так, художественный смысл, литературный. И уже на практике ты понимаешь, ну, насколько это сильный стресс. Главное всегда не поддаваться панике. Но тем не менее это сложно, конечно, в такие моменты совладать с собой. Нет, я знал, что я не утону, потому что я находился рядом возле берега. Есть жилеты в лодке. Единственное, я не понимал, как моя мечта может пойти ко дну вот так вот там через 2 недели после покупки. Я не мог просто это уложить в голове, осознать. Кстати, проходим сейчас очень красивое место. Это маяк Кабо-де-ла-Суэртос. И отсюда начинается Сан-Хуан. И сейчас, уже спустя 2,5 месяца после покупки, я уже начинаю ее чувствовать. Начинаю слышать, если что-то, например, сделано неправильно. Конечно, я понимаю, что я еще далек от совершенства в работе с парусами. И, скажем так, планирование маршрута согласно погодных условий, согласно курса ветра. Но я уверен, что в ближайшее время я наберусь опыта и начну путешествовать. У меня уже есть в планах путешествия в Торревьеху к моим друзьям. Вот, до Торревьехи идти около 5,5 часов. Будет ночевка. Буду об этом делать видео. Попробую по дороге, по пути полетать с дрона. Также есть в планах на ближайшее время довести мой корабль до идеала в косметическом состоянии. Заняться, скажем так, детейлингом. Вот, сейчас времени становится уже больше. Голова уже остыла. Поэтому можно снова снимать видео, писать свою книгу жизни на YouTube, делиться своими эмоциями. Делиться своими эмоциями с вами, показывать вам красивые места, какие-то путешествия. Обещаю в скором времени увидеть дельфинов, сделать об этом видео. Это будет, друзья. Наверное, через видео сложно передать тот момент, когда ты выключаешь двигатель, а яхта продолжает идти под силой ветра, под парусами. Это шикарное ощущение на самом деле. Когда ты управляешь стихией, можно сказать, ну, подчиняешь ее себе слегка. Конечно, проверив предварительно погодные условия, выходя в море. Вот. Но это, конечно, классно. Видите, когда приходит ветер, яхта начинает наклонять, кренит. И мы начинаем быстро идти. Поднимается скорость, вот сейчас скорость 7 узлов. На моторе я иду обычно 6. Уже заходит вода справа на борт. Хороший крен, наверное, сильный ветер. Уже какие-то вещи даже хотят упасть.
классные ощущения. Надеюсь, что я включил камеру на запись. Друзья, огромное спасибо, что смотрите мои видео. Оставайтесь со мной на канале, ставьте палец вверх, делитесь этим видео с друзьями, и дальше будет много интересного. Это ваш капитан Алекс. Hasta luego, amigos.